Все, приветик, приветик еще раз. Сегодня у нас, я уже в третий раз это говорю, сегодня у нас экватор нашего интенсива. Вот сегодня, в смысле не сегодня, а сейчас проходит третий наш интенсив, и я вот в третий раз говорю, что у нас экватор. Очень как-то удивительно, что так время быстро летит. Мне показалось, что вот этот последний интенсив по платью, он совсем как-то пронесся, как, я не знаю, как молния быстро мелькнул, и вот уже мы половину пути прошли. Э, Холодно, ну, для Крыма холодно, да. Я приоделась, потому что у нас сегодня опять была съемка, и это длилось весь день, и я решила, лучше оденусь потеплее, лучше мне что-то лишнее снять, чем я буду мерзнуть. У вас в Крыму ураган, ну, просто сильный ветер, не скажу, что ураган, все нормально, крыши не сносит, деревья стоят, просто ветер сильный, он уже вот день, наверное, третий. Приветик, приветик, приветик всем. Что мы сегодня делаем? Вчера мы делали расчеты рукавов, сегодня мы будем эти рукава вязать. Но мы с вами договорились еще вчера, что нам сначала нужно с вами сшить плечи, и я покажу, как я их сшиваю, чтобы это было вообще без шва, чтобы это было незаметно. Покажу сначала, как я сшиваю плечи, а потом я наберу петли на рукав и тоже, естественно, покажу, как я это делаю, потому что этот момент очень много вопросов вызывает. Вот было так в кардигане, когда мы его вязали в интенсиве предыдущем, ну и вот, я думаю, с платьем может быть то же самое. Рукав, помните, мы вяжем и снизу вверх, и сверху вниз, кому как удобно. Я вяжу сверху вниз просто для разнообразия, потому что я всегда вяжу рукава снизу вверх, но тут для себя решила как-то по-другому подойти к этому вопросу, просто потому что, ну, повторюсь, для разнообразия, потому что хочется чего-то новенького. У нас +5, ой, не, у нас гораздо теплее, у нас, наверное, +13, +15, но это все равно очень холодно для Крыма. Ну что, камеру, думаю, можно разворачивать, если... Здравствуйте, Елена. Если что-то будет опять пропадать, то будем переключаться. В новостях показали Симферополь с поваленными деревьями и покореженными авто. Ну, может быть, где-то в одном месте это было, но я вам честно скажу, мы вот эти все дни ходим, ездим по городу и ничего нигде такого не видели. Просто сильный ветер, валяются ветки, но это я не сказала бы, что это какой-то сильный ураган. Привет, Сашенька, у меня на прибавке получаются дырочки. Можешь показать, как правильно прибавлять? Прибавлять петли. Покажу, давайте наберу петли и просто покажу, как я это делаю. Можно это делать из протяжки, можно просто ниточку наматывать на спицу. Ну, давайте начнем. Так, вот моя какая-то деталь. Сейчас я еще камеру на ютубе размещу. Так, сантиметровая лента нам сегодня понадобится. Я вот ее приготовила. И поднимаем камеру. У нас +12, очень хочется надеть перчатки. Да, мне шапку хотелось сегодня надеть, если честно, но я как-то постеснялась. Первое, что мы делаем, вот это моя спинка получается. Моя спинка, вот мой вперед. Приветик, девочки. Что мы будем делать? Мы вот так вот, ну, одну деталь от себя, другую к себе положим, чтобы у нас вот этот вырез был по кругу, да, понимаете? И мы сегодня сошьем вот это плечо, вот эту деталь к этой, это спинка, это вперед. Сошьем плечо незаметно, аккуратно. И здесь я покажу по краю, как я набираю петли и как я буду вязать рукав. Прибавки без дырок есть видео о реглане сверху, там, где образцы вязать. Да, кстати, да, Маша, спасибо, что вы написали. Да, можете посмотреть мое видео про вязание свитера регланом, где мы вязали образцы, разные виды регланных линий, я там показывала. У меня была косичка на вырезе, я ее пустила на вырез, теперь плечи закрыть, а косы продолжить на спинку. Да, если у вас тут идет коса, вы ее дальше продолжаете вязать, и к спинке вы пришьете. У нас утром +1 было, надела варежки, шапку, неделю ношу уже, ну +1 это, конечно, да.
Сначала, перед тем, как мы сшиваем наше плечо, я советую вам сразу отсчитать количество кромочных петель, на которые мы будем набирать наши петли рукава. Потому что если вы сошьете плечо, очень тяжело будет определить центр. Ну, по ниточке разве что, по ниточке можно, но все равно я советую это сделать до того, как вы рукав сошьете. Я беру свои, как это сказать, расчеты, я забыла, как это называется, свои расчеты. Вот, смотрите, из 40 кромочных нужно набрать 50 петель. 40 у нас кромочных всего, значит, 20 кромочных у нас с этой стороны и 20 с этой стороны. Я беру одну деталь и сейчас буду отсчитывать 20 кромочных. Вот они у нас такие длинные вытянутые лицевые петли. На 5 минуточек с вами все смотрю в записи. Александра, вы так все отлично объясняете. Спасибо большое. Ой, приятно. И вам тоже спасибо. Разворачиваю, как мне удобно. Ищу начальную петлю. Мне нужно отсчитать 20 кромочных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот моя 20 кромочная. Желательно еще раз потом пересчитать, но я пока ее отмечу. Возьму свой самодельный маркер и отмечу эту петлю. Для того, чтобы мы точно знали, от какой до какой петли нам нужно набирать петли, чтобы мы еще и проверили точность набора. В то же время вот эта отметка нам очень нужна, потом будет, ну, в смысле, мы когда свяжем рукав, эта отметка нам поможет разделить наши детали на равные количества рядов, да, рядов от проймы и до самого низа, потому что когда мы будем сшивать 2 детали от проймы до самого низа, нам придется все очень четко совмещать. И если это совмещено не будет, то может быть неровный шов, это будет некрасиво. Отметила я здесь, и теперь мне нужно отметить здесь, на второй моей детали, ровно 20 петель. Сантиметровую ленту тоже приберегите. Так, отсюда мы начинаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Вот 20 наша. Сейчас я еще раз это все пересчитаю, потому что, ну, потом не хочу перевязывать, поэтому потерпите. К тому же посмотрите, как я это делаю. Считаю снизу давайте: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Отлично, здесь все правильно. Считаю здесь, где это моя отметка. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и вот 20. Вот это последнее. Что еще хочу сказать? На втором рукаве делаем то же самое. То есть не на рукаве, а на второй части спинки и переда. Вот здесь, с этой стороны. Вот наш вырез. Здесь я посчитала, этот рукав я буду потом пришивать. Саша, у вас такое ровное вязание, как вам удается? Ну, это опыт, девочки, и честно скажу, что все равно есть, вот, например, вот тут, видите, что-то вылезло. Все равно считаю, что еще есть куда стремиться. Вот здесь, например, немножко видно полосочки какие-то. Ну, короче говоря, еще есть куда стремиться, поэтому я дальше учусь. Что мы делаем дальше? Теперь нам нужно сшить 2 эти места. Я буду распускать вот здесь одну половинку, то есть одно плечо и второе плечо буду распускать. Для удобства я это все вчера петли закрыла и отрезала ниточку, чтобы знать, сколько мне ниточки нужно для сшивания. Теперь я могу это все разобрать, так сказать. Петли сейчас будут открыты, и не волнуйтесь, даже если какая-то петля куда-то соскочит, все равно мы ее потом сможем поднять. На лицевой глади это делается очень легко. Так, вот я распустила, все, готово у меня. Вот такие открытые петли мы оставляем здесь, и то же самое делаем здесь. Саша, ты нам покажешь, как рукав пришивать к пройме. Ой, а вот это я вам не покажу, девочки, потому что у меня рукава уже будут связаны. Ну вот то же самое можно сделать, те же самые расчеты, что и я. Вот эта часть моих расчетов я вчера вам показывала, повторять не буду, но уже
для того, чтобы понять, как продевать нам иглу. Вот, например, у меня здесь из каждой четвертой кромочной я набираю 2 петли. То есть, когда вы сшиваете, вы тоже 1, 1, 1, 1 пришиваете, да, 1 кромочная, 1 петля рукава, 1 кромочная, 1 петля рукава. И, например, у меня в моем случае будет в каждую четвертую кромочную я должна 2 петли рукава, ну, пришить. Ну, вот это будет логично. Я потерялась, почему 20 петель. Вот, у нас всего 40 рядов в 19 сантиметрах. Наша пройма 19 сантиметров. Но дело в том, что у нас одна кромочная, в смысле не одна кромочная, а в принципе любая кромочная, она снимается в одном ряду, во втором она провязывается. То есть у нас кромочных в 2 раза меньше, чем рядов. 20 кромочных, вот, 20 кромочных по краю. Всего у нас 2 проймы, поэтому у нас всего 40 кромочных. Но так как 2 детали, на одной детали 20 и на второй детали 20. Вот так я это посчитала. Так, здесь распускаю, не дораспустила. Вот, готово. Все готово. Что я здесь советую? Здесь я советую ниточки, вот, например, ой-ой-ой, сейчас она у меня ускользнет. Вот здесь у меня ниточка, да, если я сейчас буду сшивать вот этой нитью, то тогда мне кажется, вам ничего не видно. Как бы это все так разложить, чтобы вам было видно. Если я сейчас буду сшивать этой нитью, вот этой вот, я сошью, и у меня 2 конца останутся здесь, то есть внутри моего выреза. Я вам советую концы оставлять по краю, где у вас будет рукав, потому что в шов рукава проще спрятать нить, она будет не так заметна. Здесь у нас будет вырез, резинка, и все-таки гораздо ближе к шее. А вот здесь в рукаве концы ниток точно не будут видны, и точно будет все в порядке. Поэтому я 2 эти детали переверну. Давайте я для своего удобства их аккуратно переверну. Вот, и буду сшивать вот так. Этой ниткой я пользоваться пока не буду. Возможно, она мне понадобится потом, ну, хотя мне лично она не понадобится, но вот при сшивании рукава она может понадобиться, если вы вяжете рукав отдельно. Но я всегда оставляю нитку длинную на всякий случай, мало ли что мне там нужно будет пришить. Вот, а вот этой нитью я буду сшивать. Это мой вырез, это спинка, это вперед, и сейчас этой нитью я буду сшивать вот эти 2 части, у меня 2 конца останутся в рукаве. Тут у меня дальше будет вязаться рукав. Так, Сашуля, ты чудо, успехов тебе, спасибо большое, девочки. Для сшивания я использую вот такую иглу, металлическую, с большим ушком. Мне она очень подходит, и я, в принципе, все сшиваю ей, ну, трикотаж. Сейчас покажу еще, какие иглы у меня есть. Вы можете пользоваться любыми. Вот такая же, только пластмассовая. И еще есть побольше. Сейчас. Побольше нужна для сшивания каких-то совсем крупных изделий, в смысле толстых. Вот это. Но это, естественно, такую тонкую пряжу мы сшивать не будем, потому что у нее ушко толстое. Вот такой можно сшивать. Я сшиваю металлическое. Металлическое как-то гораздо проще скользит между петлями, и все идет гораздо быстрее. Вот мне нужна эта игла. Я вдеваю, вернее, нитку в иглу. Так, готово. Помните, мы здесь считали... еще, давайте еще кое-что проверим перед сшиванием. Ну, сейчас договорю. Помните, мы здесь считали количество петель, когда вязали вырезы. У нас оно одинаковое, то есть 100% у меня сейчас все вместе аккуратно сойдется. Вот за этим и нужно считать петли, потому что если вы сейчас начнете сшивать, у вас здесь 16, здесь 15, то одна петля у вас будет лишняя, будет некрасиво. Что еще? Зачем мне нужна была сантиметровая лента? Советую вам до сшивания вот найти этот маркер, которым вы отметили вашу пройму, вот моя пройма, и измерить ее длину. Для того, чтобы убедиться, ну, хотя это нужно делать до ВТО, но мой образец после ВТО никак не изменился, поэтому я все равно измерю сейчас. После ВТО вы можете это все измерить для того, чтобы убедиться, что вы все правильно посчитали. Моя пройма должна быть 19 сантиметров. Вот сейчас, если она не будет 19, то все мои уроки можете не смотреть. Так, вот я прикладываю
и меряю. Смотрите, у меня ровно 19 получилось. Ну вот, судя по вот этим вот, петлям, может быть, чуть больше, капельку больше, но меня это абсолютно устраивает. Получилось 19. То же самое с этой стороны. Давайте измерим. На всякий случай уж ставлю, сантиметровую ленту и ищу свой маркер. Вот, тоже получилось 19. Вот мой маркер. Вот, получилось, ну, может быть, знаете, 18 с половинкой. Но здесь у меня еще будет сверху ряд, так что точно 19. Все, значит, я все правильно рассчитала. Если у вас здесь совсем какая-то будет ужасная разница между тем, что вы задумали, и тем, что получилось, тогда советую, ну, подумать, может быть, уменьшить длину самого платья, может быть, увеличить длину проймы или уменьшить, да, отрегулировать, вот этот маркер. Может быть, вырез еще довязать. Ну, то есть это уже такие частные случаи, которые нужно обсуждать отдельно. Так, здесь у меня уже ниточка вылезла. Что мы делаем? Здесь у нас должен быть красивый край. Нам нужно одну кромочную, вот моя кромочная, ее хорошо видно, вставить в другую. Эту кромочную я снимаю. Почему я ее снимаю? Потому что мне сейчас нужно вставить иглу в мою петлю один раз, то есть не делая петлю, а просто вставляю вот так вот нитку в петлю. И теперь мне нужно вставить ее, давайте я соображу, вставить ее вот так в эту петлю. Ай, как бы это сделать? Так. И вот так. И теперь вставляю назад. Сейчас оно у меня тут чуть выскакивает. Теперь вставляю назад. Закрепили. Закрепили. И теперь что я делаю? Я снова вставляю, у меня петли лежат, ну, как бы дырочкой ко мне. Я вставляю к себе в лицевую петлю иглу. И здесь что я делаю? Здесь я вставляю петлю в свою кромочную и в петлю следующую. Вот так. То есть снизу я вставляю к себе, а сверху от себя. Затем снова я беру одну лицевую петлю, вставляю ее, в смысле вставляю, сейчас, подождите, найду. Так, вот эту. Вставляю ее в лицевую петлю иглу и теперь к себе вставляю в следующую лицевую. Затягиваю. Снова здесь наверху, видите, у меня открытая петля. Я вставляю иглу вовнутрь петли и в следующую петлю, во внешнюю сторону. Вставляю и немножко затягиваю. Здесь, смотрите, снова вставляю в одну петлю и вытягиваю ее из следующей. Так, здесь главное сильно не перетянуть, чтобы плотность вязания была такая же, как ваши рядочки. Если вы будете слишком слабо сшивать, тогда тоже будет видно, что вы там, ну, намеренно сшили. Если будете слишком туго сшивать, то будет слишком затянуто и тоже некрасиво. То есть старайтесь регулировать вашу плотность сшивания, чтобы сейчас, где тут моя петля, чтобы было незаметно, что вы здесь какие-то манипуляции производили. Как будто вы просто связали этот рядок, и он у вас такой аккуратненький получился. Так, сшиваем дальше. Главное понять сам принцип. Возможно, вы сначала немножко поковыряетесь, но я, честно говоря, словами не знаю, как объяснить. Я вставляю в петлю, вовнутрь петли и вытаскиваю из следующей петли иглу. Вот так. То есть петли как бы спинами друг к другу становятся. Вот я вставляю в петлю и вытаскиваю из следующей. И вот эти две петли, они как будто друг дружки спинками находятся, как будто спинками. Так, вытягиваю. И так прохожусь по всему плечу. Вот, видите, у меня незаметно, где я сшивала. У меня все идет ровным одним полотном. Так, Сашенька, сегодня вязала вырез горловины спинки по примеру твоих убавок. 3+1, 3+1, 2+1, 1+1. С 5-го раза дошло и закрыла нормально. Получилось все ровненько и красиво. А в первый раз начала, как 10 лет назад, с лесенками распустила. Спасибо большое вам. Ой, Лена, я рада, что я вам помогла. Очень рада. Так, сшиваю дальше. Мне очень приятно, реально.
Надеюсь, что все видно, хотя вот, ну, стараюсь как могу показать. Э, Вообще, эта техника, она используется, ну, абсолютно всеми, и вы можете спокойно найти фотографии либо какие-то видео у других девочек, потому что, ну, без этого сшивания, ну, во многих изделиях теряется красота, поэтому этот, горизонтальный шов, он всегда очень хорошо выручает. И сейчас я заодно вам как раз покажу, как я убираю, а, не петли, убираю концы ниток. Так, здесь, чтобы не было скрещенной, надо смотреть, чтобы петля, находилась четко, ну вот, так, как она у вас при вязании находилась. Так, сейчас я покажу вам, как я прячу ниточку в изнаночной глади. Сразу спрячу и, конечно же, убью двух зайцев, покажу вам заодно. Так, здесь тоже смотрите, чтобы кромочная не была скрещенная, смотрите, как у вас смотрят петли. Так, вставили мы в эту, и здесь у нас тоже остается кромочная. Вставляю я в нее тоже, чтобы не было скрещенной петли. Так, ниточку я убираю. Вот, смотрите. Вставляю я в нее, чтобы не было скрещенной петли, вытаскиваю. И здесь теперь мне нужно, видно и очень красиво, спасибо, девочки. Мне кажется, ничего не видно. Так, смотрите, что у меня здесь, как с этим разбираться. Вот видите, одна, на ютубе, мне кажется, ничего не видно. Вот видите, одна галочка, и здесь галочка смотрит, ну, вниз. Здесь она вверх смотрит, здесь вниз. И вот моя одна ниточка. И я должна соединить эти галочки. Я вставляю в предыдущую галочку. И здесь могу вставить выше галочку, для того, чтобы и у предыдущей галочки было красиво, и у этой галочки было красиво. Ну и вот как бы примерно получается все ровненько. Дело в том, что это вязание вязалось снизу вверх в эту сторону, это снизу вверх в эту сторону, и они соединяются. То есть если бы мы распустили где-то здесь посередине и сделали этот шов, то все петли бы друг в дружку вошли, но тут они получаются как бы в перевернутом состоянии, и их невозможно соединить очень четко. На пол петли будет смещение здесь, и на пол петли будет здесь. Нам главное сделать это все аккуратно. Вот, я сделала, у меня как раз получились все эти галочки, все на месте. Галочки здесь идут и галочки здесь идут, все нормально. Так, что мы делаем дальше? Посмотрите, что у нас получилось, ничего не видно, здесь все гладенько, с этой стороны тоже все гладко, не видно, что у нас есть какой-то шов. Здесь я обычно вот прям на краешке, чтобы сильно не заходить на серединку полотна, делаю небольшой узелок, этого узелка достаточно, чтобы все закрепить, у нас ничего никуда не вытащится, я вас уверяю. И теперь вот у меня осталась ниточка, мне нужно ее закрепить. Когда у меня с изнаночной стороны изнаночная гладь, я всегда закрепляю ниточку именно с изнаночной стороны, не в шов прячу, потому что этот способ очень хороший, его вообще не видно. Я вставляю иглу в какую-нибудь петлю, нашу изнаночную, и мне здесь нужно имитировать нашу вязку, то есть повторить иглой все те, как бы, как это сказать, весь тот, как же это сказать, девочки-то? Весь тот путь, который проходит моя ниточка, мне нужно повторить сейчас иглой. Вот я вставила в одну, теперь я вставляю следующую. Главное, чтобы понять, как выглядит вот эта изнаночная гладь. Она идет вот такими волнами. То есть здесь у меня есть такая как бы горизонтальная полосочка, и я сейчас этой ниточкой эту горизонтальную полосочку повторю и вставляю иглу в горизонтальную полосочку, которая находится ниже. Теперь спускаюсь еще на одну горизонтальную полосочку вниз. Вот она у меня дальше здесь идет, вставляю в следующую. Вставляю в следующую горизонтальную полосочку. Ой, кажется, я все не так объясняю. Теперь в следующую, видите, немножко ниточку подтянуть за счет того, что нитки толстые, может быть, ну, где-то заметно, но на самом деле не видно сдалека этого. Так, что я делаю дальше? Спускаюсь вниз. Мне важно вот эти вот полосочки горизонтальные повторять своей ниточкой с иглой. Дальше снова сюда наверх, вниз. И я как бы такими волнообразными движениями я закрываю
не закрываю, прячу свою ниточку в полотно. И так я обычно прохожусь, ну вот на плече, как правило, это бывает, прохожусь полностью вот весь горизонтальный путь. Так, и здесь можно ее тоже закрепить узелочком небольшим. Не накручивайте тут целую кучу узлов. Так, ну вот как бы что получилось. Вот здесь, да, немножко видно, потому что толстая ниточка, и она ложится, но в принципе, кончиков нет. И с лицевой стороны, естественно, тоже ничего нет. Ой, изгибы, да, в изгибы. Ниточку здесь давайте я, наверное, ее отрежу побольше, потом я, если что, ее спрячу. Шикарно. Ой, сижу с раскрытым ртом, шикарное исполнение. Спасибо, девочки, спасибо. Но за счет того, что, конечно, толстая ниточка, может быть где-то заметно. За счет того, что ниточка толстая. Но самое главное, что вот я рукой трогаю, тут шва никакого нет. И, конечно же, платье будет смотреться таким единым полотном. Жалко, что далеко. Если я буду приближать, девочки, на ютубе вообще не будет видно, потому что чем дальше от камеры, тем четкость лучше. Ну все, теперь мне нужно от моего маркера до следующего маркера набрать свои 50 петель. Вот у меня по расчетам набрать 50 петель. Из каждой четвертой кромочной я набираю 2 петли. Я беру, сейчас я немножко, что ли, может камеру поправить. Я беру свои спицы. Где мой там маркер стоит, это моя первая петля, с которой я буду набирать петли на рукав. Сейчас я возьму ниточку свою. Так, мышка, чтоб не упала. Оставляю просто вот так вот петлю одну на пальце, и все. Потом эту ниточку я тоже спрячу в шов. Ничего страшного в этом нет. Так, смотрите, мне нужно здесь, так как я вяжу туда-назад, мне нужно здесь еще помимо 50 петель набрать 2 кромочные. Вот я сразу с первой с этой петли буду набирать одну рабочую петлю и одну кромочную. Вот я как раз вставляю в эту галочку спицу и набираю первую петлю. Так. Эй, вот она набралась. Эта ниточка у меня будет болтаться, ее можно подлиннее ставить, чтобы вы были уверены в том, что у вас никуда ничего не укатится. Набрали первую, и из этой же петли набираем вторую, но уже подхватывая не две ниточки, галочки, а только одну. Я подхватываю переднюю, набираю вторую. Это будет уже моя первая рабочая петля. Это кромочная. Кромочную эту мы всегда можем подтянуть. Ой, она у меня, смотрите, не вся зацепилась. Вот, готово. Теперь мне из каждой четвертой нужно набрать 2 петли. Чтобы все это было синхронно, я буду набирать здесь в начале, ну давайте наберу из второй петли сразу 2. 2 набрала, вот моя следующая галочка. Я захватываю раз и набираю 2. Дальше мне нужно провязать из 3 галочек по одной петле. Раз, вот моя следующая галочка, 2, следующая 3. Набрала. Дальше что я делаю? Набираю 2 петли. Вот моя галочка, раз петля, и из передней стенки петли набираю 2. Теперь 3 снова. Раз, 2, так, 2, 3. Ой, неправильно. 3, вот так. Теперь снова 2. Вот моя галочка. Я самое главное найти правильно кромочную. Раз и 2. Снова 3. Раз, 2, 3. Так. Текст на телефоне. Вы можете комментарии убрать, нажав, просто кликнув на экран телефона, и комментарии уберутся. Саша, что за идею девочки тебе подкинули? Вчера ты про это пост хотела в Инстаграм написать. А я напишу пост, не переживайте, еще расскажу. Так, я запуталась, девочки. Вот я набрала 2, теперь раз, два, три, теперь мне нужно набрать 2. Раз, 2. Дальше раз, 2, 3 и 2. Когда я дойду до ниточки, вот я уже до ниточки дошла, давайте посчитаю, сколько петель я набрала.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24. У меня 50, мне нужно набрать 25 плюс еще одна, 26 петель. Я набрала 24, вот как раз мои ниточки, и отсюда я наберу еще 2. Самое главное, что я здесь обычно делаю, когда я вяжу из лицевой глади, начинаю вязать рукав. Самое главное, что я делаю, это здесь дальше уже по второй части моего вязаного полотна, ну, то есть вот у меня это вырез, я буду набирать не из кромочных петель, а из первой половинки моих рабочих петель. Почему так? Потому что если я сейчас начну набирать из кромочных, то у меня здесь немножко сместится узор. Давайте я посмотрю, сместится он или нет. Ну, то есть, понимаете, как бы вам это объяснить, как, может, нарисовать, я даже не знаю. Давайте я нарисую, что ли. Когда у нас одна деталь вяжется вот так, в таком порядке, а вторая вот так, как раз наши детали соединяются. Это, предположим, спинка, это перед. Когда наши детали соединяются, вот здесь по краю идут галочки. Здесь галочки идут вот так, лицевой глади. И мы можем легко набрать отсюда петли для вязания рукава. Но на спинке у нас галочки идут в другую сторону, потому что спинка вязалась тоже снизу вверх, и наши галочки идут как раз, ну, как бы одна галочка вот так, а вторая здесь. Вот так они идут. То есть, по сути, у нас здесь идет деление вот так это выглядит, понимаете, да? То есть, если мы отсюда набирали с конца нашей галочки, то здесь, чтобы продолжить наше вот это вот, ну, как это сказать, зигзагообразное, что ли, наш узор, который состоит из галочек, нам, если мы начнем набирать отсюда, у нас здесь будет такая четкая, явно видная ступенька. Это будет некрасиво. Поэтому вторую часть обычно вот в таких вот вещах я набираю из середины галочки, а не из кромочной. Тогда вот эти галочки у нас дальше будут одинаковыми. Ну, здесь получается еще вот так идет. Я надеюсь, вы поняли. Так, тоже методом тыка нечаянно узнала. Я тоже, девочки, когда когда нажала методом тыка на экран, у меня исчезли комментарии, я думала, я что-то сломала. Вот. Но дело в том, что здесь у нас, это уже, знаете, такое чисто технические моменты, которые я хочу вам объяснить, как обычно я делаю. Ну, я рассказываю же вам, да, какие-то секретики, поэтому и этот секретик расскажу. Если вы какой-то другой способ знаете, как не было этого перехода явного, тогда пишите, говорите. Но дело в том, что кромочных у нас здесь 20 штучек, а петель у нас как раз-таки 40. Поэтому я буду через одну петлю набирать, и 2 петли буду набирать, вот, то есть каждые 3 петли буду набирать через одну, а 2 следующие буду подряд набирать. Сейчас я вам это покажу. Главное не запутаться здесь. Я здесь еще раз должна набрать 2 петли. Помните, у меня будет 26 как раз. Как раз у меня здесь и будет этот переход. Вот, блин, век живи, век учись, дураком помрешь. Ну, есть время поучиться, поэтому можно какие-то, ну, секретики брать от разных мастеров, которые это все себе сами придумали. Так, я себе придумала такую заморочку, я поняла, что мне так больше нравится. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Вот, отлично, 26. И теперь я смотрю... Ой-ой-ой. Я неправильно тут сделала, поздравьте меня. Потому что мне нужно было здесь набирать из серединки, а здесь с краю, потому что я, блин, вот я тупица, потому что я здесь как раз-таки набрала с краю, и чтобы мне продолжить, мне неоткуда, не из чего набирать. Короче говоря, я буду это все сейчас распускать. Не обращайте внимания, но самое главное, что я сообразила, в чем дело. Ой. Так,
Смысл в том, что нужно найти еще правильную сторону. Вот здесь, отсюда мне нужно из серединки набирать, а дальше как раз-таки с краю. Поэтому я снова начну набирать из серединки свои 26 петель. Я надеюсь, вы все понимаете. Вот как раз идут мои галочки, и я в серединку галочки буду вставлять свою спицу, чтобы набрать петли. Главное с правильной галочки начать. Так, про набор, да, я понимаю, что про набор. Я же как раз про это рассказываю. Приветики, девочки. Ну, получился зато естественный эфир, правильно? Значит, вы видите, что я тоже могу иногда, ну, в чем-то быть не права. Так, ну, хотя это просто чисто моя, ну, как это сказать, моя оплошность. Это не то, что расчеты неправильные, просто я сама протупила. Так, раз, два набрала, теперь 3 раза через одну. Раз. Здесь нужно внимательно следить. 2, 3. И теперь следующие 2 я набираю в каждую. Раз, 2. Теперь снова через одну. Раз, пропускаю, 2, пропускаю петлю, 3, пропускаю и снова 2 подряд. Раз, 2. Снова раз, пропускаю, 2, пропускаю, 3, пропускаю и снова в 2. Раз, 2. Дальше. Раз, пропустила, 2, пропустила, 3, пропустила и в 2. Раз, 2. Снова идет раз, пропустила, 2, пропустила. Вот я дошла до ниточки. И здесь я уже сейчас буду смотреть, как мне правильно набрать. Давайте посчитаю. Ну вот, с методом ошибок все запомнят, что так может быть, и не испугаются, когда у них так получится. Да, это даже хорошо, я согласна. Потому что, если бы не эта ошибка, я бы вам этот момент не объяснила, что важно найти правильную часть, с которой набирать с кромочных, а с которой посерединке. Итак, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24. Вот как раз отлично. Сейчас я наберу еще 2. Раз и 2. Так, сейчас я проверю, все ли у меня тут в порядке. Вот, отлично, теперь все сошлось. Видите, вот эта моя лицевая петля, она смотрит вверх. И теперь я эту лицевую петлю продолжаю здесь. Но, как видите, здесь у меня четко кромочные идут. Так, где моя ниточка рабочая? Запуталась я. Так где она? Вот она, эта рабочая ниточка. Вот как раз мой лицевой ряд пошел, и он четко перетекает в этот. И здесь у меня уже пошли чисто кромочные. То есть, чтобы у меня здесь было аккуратно, мне нужно набирать уже из кромочных. Пошла набирать дальше. Сейчас посмотрю, потом на YouTube гляну, потом свяжу сразу на отлично. Так и надо, я ж тут для этого и сижу, чтобы вы сразу все вязали хорошо. Теперь мне снова нужно набрать 26 петель и упереться вот в этот маркер. Давайте будем вместе пробовать, что получится. Теперь использую кромочные. Вот моя первая кромочная. Раз, два, три. И с одной кромочной вяжу 2. Раз, два. Дальше. Раз, два, три. И из одной кромочной вяжу 2. Раз. И вторую петлю цепляю за переднюю стенку, которая ближе ко мне. Дальше раз кромочная, 2 кромочная, 3 кромочная. И теперь из этой 2. Раз, 2. Дальше раз кромочная, 2 кромочная, 3 кромочная. И из этой 2. Раз, 2. Что там, не висим? Все нормально? Да, все нормально. Так. Дальше раз кромочная, 2 кромочная, 3 кромочная, и вот моя петля из этой 2. Давайте посчитаем, что у нас получилось, потому что может быть такое, что там какая-то разница в петлях, и нужно будет их потом донабрать. У меня должно быть 52.
50 плюс 2 кромочные, 52. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Видите, 50 у меня, нужно 52. Я скажу вам, почему. Это потому, что вот здесь вот на серединке мы с вами набрали, ну, то есть пропустили какое-то количество петель, где нужно набрать 2. Давайте я все-таки еще раз распущу и сразу после вот этой ниточки наберу сразу 2 петли в одну петлю, в одну кромочную. Так, отсчитываю 26, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26. Вот, отлично. Как первый раз, когда я набирала, я сразу стала набирать 3 в каждую кромочную, а сейчас я наберу 2 петли сразу. Раз и 2. Готово. И теперь снова. Раз, 2, 3 пропускаем. В эту 2, в четвертую. Раз, 2. Дальше. Раз, 2, 3. В эту 2. Раз и 2. Дальше. Раз, 2, 3. В эту 2. Раз, 2. Раз, 2, 3. Так, 3. И в эту 2. Раз, 2. Какая-то она у меня вытянутая. Раз, 2, 3. И еще одну набираю, потому что, помните, в начале мы тоже в последнюю петлю набрали 2. Вот теперь должно получиться 52. Считаем еще раз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Все правильно. Вот теперь все отлично. Запоминайте, да? В первую петлю сразу набираем 2, в последнюю сразу 2. И здесь главное посерединке не запутаться. Теперь, если мы посмотрим, вот идет моя лицевая, лицевой мой край, она смотрит вверх, смотрит вверх, и дальше здесь она смотрит вверх за счет того, что мы набрали с серединки. Как бы это все разложить, чтобы вам было видно. Ну вот, то есть у нас никакого перехода не видно, у нас все идет очень ровно. И потом, когда вы свяжете рукав, край будет вообще идеальный. Теперь вяжу изнаночный ряд свой. Первый ряд я уже связала. Его можно отметить в нашей таблице. Вот моя таблица. Так как я делала расчеты на вязание рукава снизу вверх, здесь я должна вязать вот эту таблицу не снизу вверх, а наоборот, вот отсюда. Справа налево, сверху вниз. Вот этот первый ряд, это мой ряд лицевой плюс изнаночный. Я сейчас буду вязать. Лицевой я связала, это мой наборный. Изнаночный буду вязать прямо сейчас. Как я делаю прибавки? Давайте сразу покажу. Если я вяжу снизу вверх, это чисто такая информация, не касающаяся моего рукава, но которая может коснуться вас. Если я вяжу рукав снизу вверх, я обычно снимаю кромочную, вяжу какую-то первую петлю, потом беру ниточку вот так вот на палец ее кладу, переворачиваю, то есть делаю петлю вот такую, и эту петлю надеваю на спицу. Готово. Затягиваю хорошенько, вот это моя прибавка. Также можно сделать прибавку из нижней протяжки. Вот у вас есть протяжка, которая относится к предыдущему ряду. Вы эту протяжку тоже можете вот так в перекрещенном виде надеть на спицу. Это тоже будет хорошо, потому что из протяжки выходят более плотные прибавки, и дырочек может не быть. Здесь вяжу свой изнаночный ряд. Здесь может показаться, что очень рыхлое вязание, потому что при наборе петель вы можете, конечно, их немножко слабовато набирать. Если не хотите эту рыхлость, то старайтесь набирать поплотнее, то есть затягивать ниточку, когда вы вставляете спицу в петлю. И здесь с изнанки я теперь вам покажу. С изнанки как раз будет видно вот эту часть, переход, когда мы набирали из кромочных, и когда мы набирали из половинки нашей, фломастер упал, из половинки нашей петли. Сейчас я провяжу этот ряд и покажу вам. Так, ну вроде все нормально, да? Я смотрю, что вы не пишете, значит вы смотрите, и раз не пишете, значит и эфир не виснет. Ну вот, 43 минуты мы с вами общаемся, кстати.
Видите, я как успела рассказать. Сейчас еще один важный момент расскажу, но это чисто на словах, его показывать не нужно. Довяжу до конца и покажу край с изнаночной стороны, чтобы вы понимали, что происходит. Так, здесь провязываю кромочной, вот эту петлю наборную. Так, тут можно подтянуть, потому что это как раз моя петля, которую я набирала. Маркеры пока не убираю, мы потом эти маркеры будем совмещать при сшивании. Вот, смотрите, что получилось. Вот эту ниточку мы тоже можем потом спрятать таким же способом, как я показала. Смотрите, что получилось. Здесь у нас идет чисто... Вот тут что-то я... это мои прибавки, все правильно. Вот это места, где я прибавляла сразу по 2 петли из одной кромочной. Здесь у нас идет галочки, видите, из чистых кромочных. А здесь у нас идет, вот смотрите, кромочная, и вот половинка нашей первой петли. Ну, как бы такая интересная штучка получается, такая тройная петля. Здесь и здесь лицевые, видите? И как раз от этой серединки это начинается. С изнаночной стороны это не так страшно, а с лицевой стороны все-таки гораздо лучше, когда у нас край, ну вот весь одинаковый, когда нет вообще никакого перехода и не видно даже, да, что мы здесь какие-то производили манипуляции, как я обычно говорю. И все, можно вязать рукав вниз, таким образом у нас, ну, не будет дополнительных проблем с сшиванием рукава. Хотя, в принципе, я всегда вяжу рукава снизу вверх, мне что-то так больше нравится вязать детальками. Все, дальше я могу отметить, снова я вяжу лицевой изнаночный ряд. Давайте я начну, поменяю камеру и отвечу на ваши вопросы, если они будут. Здесь может быть слишком широко. Не волнуйтесь, вот наша ниточка, мы ее всегда подтянем, и сразу становится все нормально. Вяжу дальше лицевой, стараюсь уже вязать поплотнее, как я привыкла вязать вперед и спинку. Потом у нас здесь будут убавки. У меня это не прибавки, а убавки, потому что я вяжу сверху вниз. Убавки я делаю тоже. Вяжу кромочную, потом вяжу первую петлю, а потом вяжу 2 вместе с одного края, 2 вместе с другого края. Ну, либо сразу после кромочной вяжу 2 вместе. Вы можете попробовать и так, посмотреть, как это выглядит. Самое главное вязать 2 кромочные в зеркальном отражении. Если вы вяжете, 2 вместе, извините, 2 вместе. Если вы вяжете 2 вместе здесь с наклоном вправо, то здесь вы должны связать с наклоном влево. Если здесь вяжете с наклоном влево, то здесь с наклоном вправо. Тогда при сшивании у вас будет хорошо смотреться, ну, вот эта часть рукава внутренняя. Вы же должны понимать, что вот эти 2 части потом соединятся, и мы будем, ну, носить изделие в таком виде. Вот, связала я свой лицевой ряд, дальше у меня снова идет изнаночный, тут моя кромочная, все готово. Так это будет выглядеть. Так, одна я бездельничаю, все, видимо, вяжут. Меня сегодня здесь очень много, простите, нормально. Давайте я камеру поменяю. Ничего немного, все нормально. Ну, вроде успела рассказать, сейчас еще скажу кое-что. Ой, у меня на ютубе камера уехала. Я не вяжу, только смотрю. Я сегодня вообще что-то не вязала за 3 минуты до эфира своих. Ой! Чуть не нажала завершить. Чего не нажала завершить? Вот, готово. Вроде все нормально. Так, что мы делаем? Смотрите, если вы вяжете рукав снизу вверх, если вы вяжете рукав снизу вверх, то вы можете уже параллельно, когда вы вяжете рукав, параллельно сделать ВТО спинки и переда, потому что она у вас отдельная, и можно не терять время, если тем более она большая, длинная, ну, 2 детали большие, длинные, вы можете спокойно сделать ВТО, пока вяжете рукава. Как делать ВТО, я много раз уже рассказывала, и я рассказывала это в основном, когда мы образец вязали. Вот все то же самое, все повторяется. Если вы вяжете рукав, как я, сверху вниз от плеча, то после того, как мы связали рукав, мы должны постирать наше платье, сделать влажно-тепловую обработку. Вот мой сегодняшний эфир так и называется «Вяжем рукав и делаем ВТО». То есть, чтобы потом уже сшивать после ВТО, потому что
Всегда я всех прошу делать влажно-тепловую обработку до сшивания, не после, а именно до. Всегда, 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 всегда я это говорю, и слушайте, пожалуйста, потому что это очень важно. Часто бывает, что после влажно-тепловой обработки изделие вытягивается, а шов, он держит нашу длину, которую мы задали до влажно-тепловой обработки этому изделию. И когда после ВТО изделие вытягивается, посерединке и сзади оно гораздо ниже, чем в районе швов. Это выглядит не очень красиво. То есть, чтобы все было супер четко, влажно-тепловую обработку делаем до сшивания. То есть изделие вытянется в нужную длину, которую оно себе запланировало там. Вот, и потом вы сшиваете уже и точно будете знать, что в таком виде изделие и останется. Так, Саша, под твой голос быстрее вяжется. Спасибо огромное тебе, так приятно, спасибо. Если рукав вязать по кругу сверху вниз, сначала надо сшить спинку и вперед. Не обязательно. Это по желанию. Не обязательно, она не будет там вам мешать. Можете сшить, конечно, можете нет, как удобно. Там нет сильно принципиальной разницы. Птичка на кармашке левом замечательная. Спасибо большое. Эту птичку я привезла со Львова. Спасибо. Ну, вроде все рассказала, 50 минут осталось. Буду сейчас вязать рукав, потому что весь день чесались руки, но я была не дома и не могла его довязать. Надеюсь, у меня получится красиво, потому что всегда переживаешь, что вроде, знаете, все объяснил, рассказал, а потом думаешь, ну, что-то как-то не то. Ну, переживаю, что как-то что-то не то получится. Хотя вроде нет, пока все, что я вязала с вами в интенсивах, все получилось, как я и планировала. Саша, если я вяжу вообще без швов, ВТО делаю после целиком, это ведь не ошибка. Если вообще швов нет, конечно, можно делать после. Ну, иначе никак не сделаешь, да? То есть отдельно от рукава не сделаешь. Неправильно сделать ВТО, потом связать рукав. Все-таки лучше целиком изделие. Конечно, если по кругу вперед спинку, если по кругу рукав, то можно уже в самом конце сделать ВТО. Вот. Ну что, вяжем тогда рукав. Скидываете мне фотографию ваших рукавов, если кто не успевает. Ничего страшного, у нас еще впереди целая неделя. Вы представляете, у нас еще выходные, и целая неделя это для того, чтобы связать рукав, связать горловину. И все, и сшить изделие. По идее, те, кто уже на финишной прямой довязывают вперед и спинку до выреза, по идее, вы все должны успеть, потому что рукав вяжется гораздо быстрее, чем вперед и спинка. Плечики сшиваем после ВТО, если рукав снизу вверх прослушала. Если у вас лицевая гладь, и вы сшиваете таким образом, как и я, то сначала сшиваем, а потом делаем ВТО. Можно наоборот. Ну, тут уже, понимаете, смысл в том, что мы делаем влажно-тепловую обработку до сшивания именно шов такой настоящий, не имитация нашего вязания, а там, где вы берете нитку с иглой и вы конкретно сшиваете ваше изделие. Вот желательно, чтобы эта процедура уже была после ВТО. Я закончила спинку с вырезом и сейчас под эфир заканчиваю горловину напереди. Вот, отлично. Санёк, и тебя может быть видно? Тебя может быть видно? Да, тебя видно, Санёк. Саша сзади ходит. Сашенька, можно вопрос не по теме, по поводу обмена подарочками? Дочь так ждет от тебя ответа. Да, Юля, это я все помню. Я вам даже честно скажу, что у меня вот девочки, которые мне присылали весной еще подарки, у меня уже лежит отдельная коробка с подарками для вас, потому что это все я делаю своими руками, как обычно, и у меня есть отдельная подарка, там, отдельная коробка, там все подарки, я не буду говорить пока что там, вот, но у меня проблема в том, чтобы это все упаковать и отправить. Я не знаю, в чем дело, но я никак не могу заняться этим, потому что много очень подарков, много всего нужно упаковать, написать, спросить адреса. И я почему-то тяну, меня это очень сильно волнует, но я обязательно отправлю, потому что самое главное уже есть сами подарки. И я думаю, что в 100% они до вас доедут, просто, наверное, нужно еще какое-то время. Саша, можно вопрос не по интенсиву? Как правильно рассчитать размеры снуда и какие мерки снимать? Ой,
Я не знаю, если честно, снуд я вяжу в 2 оборота 70-75 сантиметров. В один оборот я вяжу снуд, у меня, наверное, здесь далеко. А, нет, сейчас я скажу. В один оборот я вяжу снуд, сейчас я скажу, у меня здесь записано. Ну, то есть я как-то обычно это вяжу вот так стандартно. Я не на каждый случай новые мерки не пишу. Вот, получается сантиметров 56-60. В один оборот я вяжу снуд, в 2 оборота 70-75. А в высоту это уже зависит от желания заказчика. Кто-то любит прям сильно широкий, кто-то, чтобы вот просто как воротничок был. Ты очень крутая, я от тебя в восторге. Спасибо, девочки. Спасибо, жду обвязки горловины. Это всегда непросто. Даже если умеешь, всегда есть чему поучиться. Спасибо большое. И вам спасибо. Я надеюсь, я, ну, что-то интересненькое покажу. Ну, я в любом случае всегда так обвязываю горловину. Если там нет кетельного шва, кстати, про кетельный шов я бы тоже очень хотела вам рассказать. Я планирую это сделать в рамках интенсива по вязанию свитера с вточным рукавом, потому что обычно вот такие вот, знаете, работы, где вот все-все-все детали очень важны, чисто технически важно красиво связать окат, чтобы была красивая посадка. Также технически важно связать красивый воротник, чтобы он был такой вот плотненький, аккуратненький. Вот, поэтому, наверное, вот там расскажу, потому что это как бы уже немножко другое. А здесь просто набрал петли и связал, но самое главное набрать их красиво, чтобы воротник аккуратно переходил, то есть вырез аккуратно переходил в воротник, чтобы там не было каких-то, знаете, вот таких вот непонятных узелочков, штучек в вырезе, которые будут мешать. Тоже, подождите, какую лучше пряжу выбрать? Я большую вещь впервые вязать буду. А что вы планируете вязать, Александра? Расскажите, что вы планируете вязать. Тоже закончила спинку и заканчиваю вырез напереди, жду фотографии. Саша, как думаешь, если рукав снизу вяжу, плечо может тоже швом сшить? Можно, конечно, да. Ага, Саша адрес сменила. Я еще перед отправкой всем напишу, потому что мне кажется, что прошло полгода, и мне кажется, что многие либо переехали, либо, может быть, вообще в другом месте находятся. Короче говоря, я буду еще спрашивать у вас адреса. Хотя у меня даже конверты ваши сохранились. Все девочки, которые мне присылали подарки, у меня помимо того, что есть ваши открытки, подарки, там, всякие штучки хендмейдовские, у меня еще и ваши конверты лежат. Потому что мне важно там ваш почерк, и мне важно сохранить тоже, ну, это как бы частичка вас. Может, еще и мужские модели попробовать сделать в каком-нибудь интенсиве. А я, кстати, вам всем говорю, что когда у нас будет интенсив по вязанию свитера с вточным рукавом, вы можете на мужчину его вязать, потому что, как правило, эта модель, она любому мужчине подойдет. Если у женщины, у девушки можно там какое-нибудь широкое платье, да, можно платье в обтяжку, можно со спущенным плечом, можно, например, реглан. Ну, реглан это тоже для мужчины подойдет. То вот если такой брать классический мужской свитер, то там вот вточной рукав, и я уверена, что любому мужчине, и модному, и который любит там как-то смело одеваться, и совершенно такому, ну, серьезному, консервативному, может быть, даже мужчине подойдет, потому что много же разных мужчин, я знаю. Кто-то любит что-то такое интересное, кто-то за классический вариант. Вот как раз эта модель мужчине подойдет. Платье планирую связать, которое сейчас вы вяжете. Ой, какую пряжу? Нужно думать, на какой сезон вы будете платье это вязать. Если зима, то лучше брать натуральную шерсть, полушерсть, меринос. С альпакой можно, потому что альпака легкая, платье не будет сильно вытягиваться. Можно мохер, если он вам не колет. Если это на осень, вот, например, я вяжу свое платье из хлопка с акрилом. Мне подходит такой вариант. И точно так же на осень можно из полушерсти вязать. Если вы хотите платье не теплое, а вот такое легкое, чтобы вы его могли носить в любую погоду, выбирайте хлопок. Ну, я имею в виду в любую погоду, что не холодно, что если, может быть, даже и по жаре, то выбирайте хлопок. Саша, я тоже хочу тебе прислать подарочек, спасибо. Адрес я высылаю всем, можете мне в директ писать. В ответ я буду вам тоже высылать. Но видите, оказалось, что мне нужно время и очень много времени, чтобы все-таки это сделать.
Вы знаете, еще расскажу, у меня даже есть блокнотик, причем отдельный, в котором я больше ничего не пишу. В том блокнотике я отмечаю, кто мне прислал подарочек, какого числа, что там, ник в Инстаграме отмечаю, ваш адрес записываю. И также записываю тот подарочек, который я вам сделала. Ну, я там отмечаю цветовую гамму и отмечаю, сделала я или не сделала. То есть даже такое у меня есть, поэтому это все в планах обязательно будет, я всем обязательно повысылаю. Мне кажется, что многие девочки даже уже просто обиделись. Мне так кажется, потому что как бы изначально это было, что мы обмениваемся, а тут вы мне прислали, а я вам фигушки. Вот, короче, получилось вот так. Но я всем вышлю, конечно. Осталось 17 секунд. Смотрите, у нас сегодня эфир прям не прерывался, мы ровно час пообщались. Все, давайте тогда вяжите рукава до понедельника. Следующий эфир в понедельник. Все, пока. Спасибо вам всем.